previous acharyas. Шрила Прабхупада всегда вдохновлял нас на то, чтобы мы изучали баджаны предшествующих ачарий. In the early days, in our temples, all you would hear was Prabhupada's bhajans, nothing else. И в ранние годы в наших храмах единственное, что звучало постоянно, это были баджаны в исполнении Шрилы Прабхупады, и никакие другие записи там не звучали. Then actually Prabhupada had asked one of his disciples to produce a tape, cassette of the songs of the Vaishnava acharyas. Однажды Шрила Прабхупада попросил одного из своих учеников записать альбом на кассете баджаны Вайшнавов ачарий. And that started to be played also. И этот альбом также стали играть. But anybody who's seen the videos of Srila Prabhupada, they must have seen Srila Prabhupada recording in Los Angeles the different bhajans. Но те из вас, кто видели видеозаписи со Шрилой Прабхупадой, наверняка также видели, как Шрила Прабхупада записывал в храме в Лос-Анджелесе различные баджаны в собственном исполнении. He was in a recording studio they set up for Srila Prabhupada to record his bhajans. Для Шрилы Прабхупады, для того, чтобы он смог записывать различные баджаны, была организована целая студия в храме. And there's that famous picture of Prabhupada playing the mridanga. He said, "My father, he wanted me to be like this." Есть известный кадр, где Шрила Прабхупада сидит. Кадр, где он сидит с мридангой в руках и говорит преданным, что мой отец хотел, чтобы я стал таким. He didn't want me to be a worldly man. Он не хотел, чтобы я стал мирским человеком, говорил Шрила Прабхупада. Prabhupada had this big smile on his face. Прабхупаде появилась огромная улыбка на устах. And Prabhupada recorded a lot of bhajans. Шрила Прабхупада записал множество баджанов. In fact, I have them all on my phone. На самом деле все они есть в моем When I'm flying, телефоне. I listen to them. When I'm flying. И когда я лечу куда-то в самолете, я слышу эти баджаны. And obviously, he wanted us to learn them. И, конечно же, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы учили эти баджаны. Because the prayers of the previous acharyas are accurate moods, states of consciousness that were meant for us to learn. Потому что эти песни, молитвы предшествующих ачарьев очень точно запечатлевают их умонастроение, которое мы должны перенять от них. Many of them are in a mood of deep humility. Например, некоторые из этих вайшнавов проявляют настроение глубочайшего смирения. It's called Danya Bodhika. Danya Bodhika means humility, thinking oneself to be unworthy. И это состояние называется Дания Бодхика, что означает, что преданный, выражающий такое состояние, чувствует себя совершенно никчемным. Thinking oneself to be fallen. Он считает себя падшим. And it's there a prayer to the Lord. And although the Lord knows the heart of the devotee, Они молятся Господу, хотя Господь знает сердце преданного. nonetheless, He's very anxious and eager to hear such feelings of humility from His devotee. Однако Господу очень приятно слушать выражение такой преданности со стороны преданного, и Он ждет таких выражений. In fact, as we were saying yesterday, He's very responsive to that kind of a mood in the hearts of His devotees. Более того, как мы вчера подчеркнули, Господь с легкостью и готовностью откликается на выражение смирения со стороны преданного. Because when a devotee feels himself to be very fallen, then he feels that he's very much in great need of mercy, but at the same time, he doesn't feel himself qualified because he's so fallen. И поскольку преданный считает себя таким падшим, он чувствует, что у него есть глубочайшая потребность в том, чтобы получить милость Господа, но при этом он понимает, что на милость он не может рассчитывать, он не заслуживает, потому что он очень падший. This attracts the Lord, and the Lord lifts up his devotee. Это привлекает внимание Господа, и Господь сам возвышает своего преданного. We see so many examples in Chaitanya Charitamrita. Haridas Thakur, feeling himself to be unqualified, off at a distant place, he doesn't even want to come in the presence of the Lord. Мы видим этому очень много свидетельств на странице Чайтаньи Чаритамриты, когда, например, Харидас Такур считает себя настолько никчемным, что предлагает поклонные молитвы Господу издали. But the Lord goes to him and lifts him up and holds him in embrace. Однако Господь сам подходит к Харидасу Такуру и поднимает его с земли и сжимает в объятия. Haridas Thakur considered himself to be so fallen that he didn't want to go into the temple of Lord Jagannath. Харидас Такур считал себя настолько падшим, что не решался даже заходить в храм Господа Джаганнатхи. He thought that he was just
too fallen, having taken birth in a low family, to go before the Lord. Он думал, что поскольку он родился в такой низкой семье, поэтому он слишком падший для того, чтобы предстать перед Господом. But the Lord came every day to see him. Однако Господь лично каждый день приходил, чтобы повидать Харидасу такой. Simply to show how he's attracted to that kind of mood. Чтобы показать, насколько его привлекает такое умонастроение. So every day Lord Chaitanya, who was none other than Lord Jagannath, would go to Haridas Thakur. Поэтому каждый день Господь Чайтанья, который не отличен от Господа Джаганнатхи, сам лично навещал Харидасу Такура. Sanatana Goswami expressing his fallen state before the Lord. И Санатана Госвами также выражал свое падшее положение перед Господом. Rupa Goswami, both of them together, putting straw between their teeth, falling before them. И Рупа Госвами также, оба они, взяв соломинки в зубах, предстали перед Господом, припали ниц. Felt themselves unworthy for the Lord's mercy. И они чувствовали себя совершенно недостойными милости Господа. The Lord picks them up and embraces them. He said, "You two are my very old servants." Но Господь поднимает их с земли и обнимает их в объятиях и говорит, что вы оба мои дорогие слуги. So many of our previous acharyas have put this mood into prayers. И поэтому многие из наших ачарьев прошлого запечатлели свое настроение в своих молитвах. And in those prayers they help us to understand what is the proper way to approach the Lord and to pray to the Lord. И в своих молитвах они показывают нам, как правильно обращаться к Господу и молиться Ему. And that's why Srila Prabhupada put a lot of energy into giving us these different songs of the Vaishnava Acharyas. Поэтому-то Шрила Прабхупада и потратил так много сил для того, чтобы оставить нам эти песни Вайшнавов Ачарьи. He had his disciples translate them. He had them render them into recordings. Он попросил, чтобы его ученики перевели эти баджаны Вайшнавов, Ачарьи Вайшнавов и превратили в форме аудиозаписи. And then he played them himself. И затем Шрила Прабхупада сам их также играл. And when you watch the videos of Srila Prabhupada playing bhajans, and you look at the expression on his face, И когда мы смотрим видеозаписи, где Шрила Прабхупада исполняет эти баджаны Ачарьи Вайшнавов, и можно заметить особое выражение на его лице. you can understand he's feeling this mood. По выражению лица Шрила Прабхупады можно понять, что он глубоко проникается в настроение на этих баджанах. It's one way to teach is by being absorbed. Один из способов учить других – это самому быть поглощенным тем, что вы учите. Everything Srila Prabhupada did, he was absorbed. То, чему вы учите, и все, что Прабхупада делал, был полностью поглощен этим самым. In fact, today I started reading my godbrother's Shyama Sundar Prabhu's volume 2 of Chasing Rhinos with the Swami. Сегодня я начал читать второй том книги, которую написал мой духовный брат Шьяма Сундара Прабху, которая называется «Со Свами в погоне за носорогами». And Чейсинг. Там есть причина, почему чейсинг. what's the problem? Because you deliberately call it chasing. Chasing, not hunting. Yeah, chasing. Right. Yes, definitely chasing, not hunting. И охота на носорогов, заметьте, погоня за носорогами со Свами. Although Prabhupada did say we should shoot for the rhinoceros, but he didn't say we should shoot the rhinoceros. So we should shoot for the rhinoceros. Шрила Прабхупада говорит имя Граслов на английском языке, что мы должны стремиться, Прабхупада говорил, стрелять в сторону носорогов, но не по ним. Скажем так. He said we should aim for something big. Это означает, что мы должны стремиться к каким-то грандиозным достижениям. And today I didn't have that much. I read about 50 pages. Я прочитал сегодня примерно 50 страниц. But every page was Shyama Sundar was definitely right now there. Prabhupada had just brought his dancing white elephants to Bombay. И на каждой странице Шьяма Сундара рассказывает что-то удивительное. Например, вот сейчас я читаю, как Шрила Прабхупада привез своих знаменитых белых слонов в Бомбей. And Prabhupada was just so absorbed in giving Krishna consciousness to others. И Шрила Прабхупада был полностью поглощен этим делом, давать сознание Кришны другим. I mean, this was his total absorption. Он был полностью целиком поглощен этим. Of course, he was always like that. Конечно, он всегда был таким. Whatever he was chanting bhajan, chanting japa, or preaching. Неважно, чем бы он ни занимался, повторял ли он джапу,
пел ли он киртан или проповедовал, translating his books. переводил ли он свои книги. He was absorbed. Он был всегда поглощен. And therefore, watching him sit and chant these bhajans on videos, they're very precious. На самом деле эти кадры, запечатлевшие, как Шрила Прабхупада сидит и поет эти баджаны вайшнавов ачарьи, они бесценны. So, anyways, I'm just speaking a little bit about how Srila Prabhupada wanted us to learn these bhajans and these prayers. Так или иначе, я хотел сказать несколько слов о том, насколько сильно хотел Шрила Прабхупада, чтобы мы пели эти вайшнавские баджаны и эти молитвы. So, if you're sitting at home and there's a few devotees at home and you're thinking, what should we do? Вот вы сидите дома, у вас там собралось несколько преданных, также вы думаете, чем же нам заняться? Sit before the deities and chant some bhajans. Сядьте перед божествами и спойте баджаны. Of course, you can always chant Hare Krishna. Конечно, всегда можно петь Харе Кришна. That's no hard and fast rules. Нет никаких строгих правил, предписаний. But Prabhupada, right in Chaitanya Charitamrita, he writes about how important it is also to chant bhajans. Но Шрила Прабхупада прямо на странице Чайтанья Чаритамрита говорит о том, насколько важно петь баджаны. So this bhajan by Govinda Das Kaviraj is one such bhajan. Итак, этот баджан, написанный Говинда Дасом Кавираджем, один из таких баджанов. Although I'll be honest, I can't play bhajans like Prabhupada did. Хотя, говоря на чистоту, я не могу петь и играть баджан так, как Прабхупада это делал. I tried. Я пытался. It's just imitation. Но то, что получается, это просто подражание. The melodies Prabhupada chanted, they're just. Very rarely have I found anybody who can chant them like Prabhupada. И эти мелодии, которые Шрила Прабхупада играет, и вообще очень редко можно найти кого-то, кто может хотя бы сыграть так, как Шрила Прабхупада поет и как он играет. Невозможно. It's not possible. Yeah. Невозможно подражать им. But there are other melodies, and that's why he asked his disciple Chutananda to give us these other melodies also. Но есть другие мелодии, и поэтому Шрила Прабхупада попросил одного из своих учеников, Ачутананду Свами, чтобы он записал для нас баджаны в другом исполнении. So this is a song about a prayer to the mind. Итак, это молитва уму. Govinda Das Kaviraj is saying, just worship the lotus feet of the son of Nanda. И Говинда Дас говорит, поклоняйся лотосным стопам Нанды, сына Нанды. Which make one fearless. Эти лотосные стопы делают человека бесстрашным. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence to the association of saintly persons. Получив человеческое тело, этот редкий дар, ты можешь переплыть океан мирского бытия, общаясь со святыми личностями. And then he says that day and night I remain sleepless, suffering heat and cold. И дальше он говорит, что ни днем, ни ночью я не знаю покоя, страдая от жары и холода, Wind and rain, от ветра и дождя, for a bit of flickering happiness. ради капли мимолетного счастья. I have vainly served wicked and miserly men. Ради капли мимолетного счастья я служил порочным и скупым людям. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth, youthfulness, sons and family members? Разве могут быть все наши богатства, молодость, сыновья и родные дать нам истинное счастье? This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Therefore you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. Поэтому ты всегда должен поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари. It is the desire and great longing of Govinda Das to engage himself in the 9 processes of bhakti. Говинда Дас жаждет посвятить себя 9 процессам бхакти. This is how the acharyas feel. It's their longing to engage in service. Смотрите, как ачарьи выражают свои чувства здесь. Он говорит, я жажду посвятить себя этим процессам преданного служения бхакти. After Danya Bodhika, another form of prayer is called Lala Samayi. После выражения Дани Водыки, то есть глубочайшего смирения, следующее, что говорят ачарьи иногда, это Лала Самаи. Lala Samayi means a longing for personal service. Лала Самаи означает стремление к личному служению. Not I'm serving. It's a longing for service. Я слуга, я жажду служить.
This is how a devotee feels. He's longing, he's hankering. Другими словами, так себя преданный чувствует, он жаждет, он стремится к служению. It's actually a required mood if we want to actually make progress in spiritual life, is to hanker. Нам требуется развить такое умонастроение, если мы хотим прогрессировать в духовной жизни, мы должны развить в себе эту жажду. Because if we don't hanker for Krishna, we don't hanker for association with Krishna's devotees. Потому что если мы не стремимся к Кришне, если мы не жаждем общения с преданными Кришне, If we don't hanker for devotional service, если мы не жаждем преданного служения Кришне, we don't hanker for the pure holy name, если мы не жаждем чистого святого имени Господа, if we don't hanker for these things, we're going to hanker anyways for something else. если мы не стремимся, не жаждем всего этого, то мы все равно будем жаждать и стремиться к чему-то другому. Because it's the symptom of life. Потому что это признак жизни. Symptom of life is desire. Признаком жизни является желание. Desire means to hanker for something, И желание означает к чему-то стремиться. right? Even those who have completely fulfilled desires. Даже те, кто полностью осуществили все свои желания. When Krishna completely fulfills the desires of the devotees, Когда Господь Кришна полностью удовлетворяет желания своих преданных, it doesn't mean, okay, I'm satisfied. то это не означает, что преданный говорит, все, теперь я полностью доволен. They're hankering for more service. Нет, они стремятся к еще большему служению. Because the service itself is so satisfying that they can't get enough of it. Потому что само по себе служение доставляет им такое глубокое удовлетворение, что они не могут вдоволь наслужиться. This is how to be detached from the material world. Вот так можно развить отречение к материальному миру. Is by hankering for Krishna and Krishna's service. Стремясь к Кришне и к служению Кришне. If we try to become detached from this world, Если мы просто попытаемся отречься от материального мира, it's artificial это будет искусственным. because it's not our natural state. Потому что это не будет соответствовать нашему естественному положению. Our natural state is desire. Естественное положение – это желать, It's not desirelessness. а не отсутствие желаний. Desirelessness is a very unnatural state Состояние отсутствия желаний неестественно, очень неестественно для живого because существа. we're eternal. Потому что мы вечны. Being eternal beings and the symptom of life is desire. Мы вечные живые существа, и признаком того, что мы живы, является то, что мы желаем чего-то. Means desire is always there. Желание всегда сопутствует нам. So that's the symptom of life, is desire. И это признак жизни, желать. And desire means to hanker. А желание означает к чему-то стремиться. The devotee hankers to please the Lord. Преданные стремятся к тому, чтобы доставить удовольствие Господу. And the Lord is very eager to please his devotee. А Господь горит желанием удовлетворять своих преданных. This is love. Вот это любовь. Unconditional. Не обусловленная ничем любовь. This is the natural symptom of life. Это естественный признак жизни. It's what everybody's hankering for. Именно к этому стремятся все. But unfortunately, this world doesn't have the real experience to offer. Однако, к сожалению, этот мир не может предложить нам подлинного опыта такого рода. This world can offer only the reflection. Этот мир может предложить нам только отражение. It's a reflection, it's not the substance. Это отражение, а не суть. And the reflection is missing the substance. Потому что отражение, оно бессодержательно. Reflection is a projection of light into the darkness. Отражение является отражением света во тьму. So, both darkness and reflection are connected to light. И тьма, и отражение света во тьме связаны с источником света. Darkness is when light is blocked. И тьма – это когда свет чем-то затмевается. But in spiritual world, everything, as Krishna says in the Bhagavad-Gitу, is self-illuminating. Однако в Бхагавад-Гите Господь Кришна говорит, что в духовном мире все самосветящееся. Prabhupada in the Back to Godhead magazine, right in the top, he said, Godhead is light, nations is darkness. Прямо на титульном листе и на обложке журнала Back to God Шрила Прабхупада разместил девиз этого журнала: Бог – это свет, а невежество – тьма. In the spiritual world, everything is self-illuminating. В духовном мире все самосветящееся. There's no darkness. Нет места тьме. That's the substance. Вот это и есть содержание. So wherever darkness exists, it means it's due to the covering of the light. И там, где существует тьма, означает, что просто свету преградили доступ туда. Right? It's like the sun is always in the sky, everything is bright.
Why are these things always falling from the ceiling? Например, солнце всегда на небосклоне, всегда светит своими лучами, а что у нас все время падает с потолка? Are they flower? Huh? Рассказывают, что полубоги осыпают Махараджа цветками. Полубоги. Думаю, нет. Похоже, говорит, что полубоги там что-то сыпят. So darkness is an energy of the sun. Поэтому и тьма является энергией солнца. It's when the sun is covered, there's darkness. Потому что когда лучам солнца прекращает доступ, это называется тьмой. And reflection is also an energy of the sun. И также отражение света во тьме является отражением энергии солнца. It's a projection of the sunlight into the darkness. Это когда свет солнца проецируется во тьму. It's coming from the source is the sun. That's the substance. Потому что само солнце является сутью или содержанием субстанции, и от него исходят лучи. And therefore, in this material world is known as the reflection of the spiritual world. И поэтому это материальный мир называют отражением мира духовного. We're trying to enjoy the reflection. Мы пытаемся наслаждаться отражением. So, real love, real desire, fulfillment of a desire is in connection with Krishna. Поэтому настоящая любовь, настоящее желание и настоящее удовлетворение эти желания, все это возможно только в связи с Кришной. But we're trying to experience, we're hankering for that full experience of love. Мы пытаемся обрести этот полный опыт любви, ищем его. Without Krishna. Без Кришны. And if it's without Krishna, there's no full experience. Однако без Кришны невозможно обрести этот полный опыт. Because nobody can fully satisfy the self except for Krishna. Потому что никто не может полностью удовлетворить душу, кроме Кришны. Only Krishna can satisfy the self. Только Кришна может удовлетворить душу полностью. Savai pung samparo damo yato bhaktirat hoksaje. As Bhagavatam states, the supreme activity for all mankind is when men can render loving devotional service to Krishna. Как в этом стихе Бхагаватам говорится, что высшим занятием для всего человечества является оказывать любовное служение Господу Кришне. Such devotional service must be without any motivation and without any interruption in order to fully satisfy the self. И чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть полностью бескорыстным и непрерывным. So this is the only way to get full experience of the self. Поэтому это единственный способ обрести полный опыт самого себя. Is by experiencing our connection with and relationship with Krishna. Познать себя полностью можем только в связи с Кришной. It's like Krishna says, if one's not connected to the Supreme, как Господь Кришна говорит, что человек, который не связан со he can have neither a controlled mind nor steady intelligence, он не может иметь ни покорный ему ум, ни устойчивый разум. without which there's no possibility of peace. А без того и другого невозможно говорить об умиротворении. How can there be any happiness without peace? А как можно говорить о счастье без умиротворения? Again, connection has to be there. Итак, снова подчеркивается, что эта связь нам необходима. And as long as we endeavor to serve the reflection of this world, we can't feel that experience of satisfaction of the self. И пока мы увлекаемся служением отражению этого мира, здесь в материальном мире, мы не можем полностью удовлетворить все наши желания. Therefore, Govinda Das is saying in the next part of this prayer, и поэтому Говинда Дас говорит в следующем абзаце своих молитв. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth? Как же можно рассчитывать, что все эти богатства могут дать нам истинное счастье? Youthfulness, наша молодость, sons and family members. сыновья и родные. This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Prabhupada explains elsewhere that the lotus petal has a thin film on it. Шрила Прабхупада объясняет, что лепесток лотоса покрыт очень тонкой пленкой. And when the water drops on the lotus petal, it beads up into a drop. Это покрытие заставляет капли воды, которые попадают на лепестки лотоса, собираться в такие капли, как роса. And in due course of time, it falls off. И через какое-то время эта капелька росы скатывается с лепестка. He says, just as a drop appears on a lotus petal, such as this life, it's always just tottering on the lotus petal, waiting to fall off.
И точно так же наша жизнь в этом примере сравнивается с каплей росы, которая дрожит на лепестке лотоса и вот-вот сорвется с нее и упадет. Prabhupada used to quote Mahabharata, Ahanyahani Bhutani Ganchantiya Yamalayam. Well, the most amazing thing in this world. Шрила Прабхупада приводил стих из Махабхараты, в котором отвечается на вопрос, что же является самым удивительным в этом мире. И слова следующие. When Yamaraj asked Yudhishthira Maharaj, tell me, what is the most amazing thing? Ямарадж спросил у Юдхиштхира Махараджа, скажи же мне, что же самое удивительное в этом мире? Yudhishthira Maharaj said, the most amazing thing is that every day hundreds and thousands and millions of living entities are going to the kingdom of death. Самое удивительное, ответил Юдхиштхира Махарадж в ответ на этот вопрос, заключается в том, что каждый день сотни, тысячи, миллионы живых существ отправляются в обитель Бога смерти Ямараджи. And those who are still remaining are still trying to look for secure position in this world. Но те, кто остаются, по-прежнему выискивают безопасного положения в этом мире. There's no secure position in this world. В этом мире нет безопасного That's the положения. most amazing thing. И вот это самое удивительное. Everyone's trying to find security in this world. Каждый пытается найти безопасность в этом мире. Therefore, Govinda Das is saying, Bhadja Huре Mana Shinanda Nandana Abhaya Charanara Vindane. My dear mind, please find security at Krishna's lotus feet. И поэтому Гурудас Каградж говорит в этих словах, дорогой ум, пожалуйста, обрети бесстрашие и безопасность у лотосных стоп сына Махараджа Нанды Кришны. Everybody else is thinking that security can only be found in this world. Все остальные думают, что безопасность можно найти в этом мире. But life is just like a drop of water on a lotus petal. Однако жизнь похожа на каплю росы на лепестке лотоса. So therefore he says, therefore at once let me take up the worship of Sri Hari. Поэтому он говорит своему уму, нужно немедленно приступить к поклонению лотосным стопам Господа Шри Хари. Of course, in other translations it says, let me take up the worship of Sri Hari, the only necessity. В другом переводе говорится, так поэтому нужно принять процесс поклонения лотосным стопам Господа Шри Хари, который является единственной потребностью в жизни. I oftentimes quote that. It's not here in this translation. В этом переводе так не объясняется. But I often translate the only necessity. Но я часто сам привожу тот другой перевод, говоря, что это единственная потребность жизни. Because Prabhupada speaks about necessities many places in his books. Шрила Прабхупада часто в своих книгах во многих местах говорит о потребностях жизни. In fact, in the 7th canto, 14th chapter of the Bhagavatam, Prabhupada talks about unnecessary necessities. И в 14 главе 7 песни Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада говорит о непотребных потребностях. What is an unnecessary necessity? Что это за ненужные нужности или непотребные потребности? But Prabhupada's talking about how everybody's so absorbed in accumulation of unnecessary necessities. Шрила Прабхупада так и говорит, в английском звучит очень красиво. Unnecessary necessities означает ненужные нужды или непотребные потребности. I won't tell you what he uses an example Я of не буду вам unnecessary. говорить о том, что он использует в качестве примера. Does anybody know? Знаете, что приводит он в качестве примера? Huh? Who was it? Lipstick. Yes. First canto. Huh? First canto. It's also 7th canto. Huh? Lipstick. I talks about unnecessary necessities in 7th, 14th chapter, I believe, of the household, ideal household life. Yeah. And the lipstick is also mentioned. I know, maybe it's in the first canto he talks about lipstick. Похоже, губная помада. 50 cents a piece, right? Yeah. Говорит, что губная помада, вот она является такой, как это сказать, ненужной нужностью или непотребной потребностью. 50 центов за штуку, говорит. Это первая песня Бхагавад-Гиту. Anyways, that's И в 7 песне он говорит об этом. so important. Но не важно. It's necessary for a husband for a wife to be attractive before her husband. Конечно, необходимо, чтобы жена выглядела привлекательно в глазах своего мужа. That's Vedic Это ведический стандарт. for the husband. Да, для мужа. Actually, Bhagavatam also uses the example. This is the 7th canto example. И в 7 песне Бхагаватам приводится пример, следующий пример. It's Prahlad Maharaj, 7th canto. В 7 песне Бхагаватам, 7th canto, I think it's 7th chapter. в 7 главе, похоже. He gives the example when a woman decorates her face in the mirror. Прохлада Махарадж в 7 песне Шримад Бхагаватам говорит о том, что... Huh? 7, 9, 11?
7, 9 В chapter. 9 главе 7, 9, 11 подсказывается It says when a woman decorates her face in the mirror, she doesn't have to decorate the reflection simultaneously. Он говорит, что Прохлада Махарадж говорит в песне Шримад Бхагаватам, что когда женщина стоит перед зеркалом и украшает себя, глядя в лицо в зеркало, то ее отражение украшается само собой, ей не нужно дополнительно его украшать. He says the reflection's automatically decorated without having to do it separately. Он говорит, что отражение в зеркале украшается само собой без отдельных усилий на это. He uses this as an example that when we serve Krishna, we don't have to take care of worry about ourselves. И он приводит это в качестве доказательства того, что если мы служим Кришне, нам не нужно беспокоиться о поддержании самих себя. When you please Krishna, you take care of yourself. Если вы удовлетворяете Кришну, то вы о самих себе заботитесь автоматически. You don't have to make a separate effort. И для этого не нужно прилагать отдельные Take care of усилия. Krishna, you take care of yourself. Если вы заботитесь о удовлетворении Кришны, то вы о себе тоже заботитесь. And as we talked about yesterday, if we can satisfy Krishna, of course, it may not be so easy to satisfy Krishna. Но мы вчера говорили о том, что для этого, конечно, нужно удовлетворить Кришну, что может быть не так просто. But if we can satisfy Krishna, certainly then all of our necessities are fulfilled. Однако, если мы удовлетворили Кришну, тогда все наши потребности осуществятся сами собой. So we give the example that sometimes we think of necessities of those things that are necessary for maintaining life in the body. Иногда мы думаем про потребности жизни как про то, что нужно для поддержания жизни в теле. And generally we think of necessities in terms of air, food, water, sunlight. И когда мы говорим о том, что является потребностями жизни, то нам приходит на ум воздух, вода, солнечный свет или пища. And we generally think of them as these are necessities of life. И мы думаем, что вот это и есть потребности жизни. But the point which we oftentimes make is that life has its own necessity. Однако мы часто подчеркиваем, что у жизни отдельно есть свои собственные потребности. Air, sunlight, food, shelter, water, these are necessities for maintaining life in the body. Все перечисленное, воздух, вода, еда, солнечный свет или кровь, все это необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь в теле. So they're necessary Они необходимы for maintaining life in the body. для поддержания жизни в теле. And because the body is a necessary vehicle for crossing the ocean of material existence, as Govinda Das speaks about in this song. И как Говинда Дас объясняет в этой песне, тело является необходимым средством для пересечения океана материального существования. Then we should try to get the basic necessities for maintaining life in the body. Поэтому-то мы и должны осуществлять основополагающие потребности для поддержания тела, жизни в теле. But we should understand they are necessary for maintaining life in the body. Но мы должны понимать при этом, что нужны они для того, чтобы поддерживать жизнь в теле. But life has its own necessity. Но у жизни есть свои собственные потребности. Because life is eternal. Потому что жизнь вечна. And life isn't always embodied. И жизнь не всегда заключена в теле. What is the necessity of life? Так в чем же заключаются потребности самой жизни? That's what Govinda Das is saying. Об этом и говорит Говинда Дас здесь. Life's necessity is to be worshipping and pleasing Sri Hari. Потребность самой жизни заключается в том, чтобы поклоняться Господу Шри Хари и удовлетворять Его своим служением. That is life's necessity. Вот это и есть потребность жизни. And that necessity we must actually try to fulfill in this life. И вот эти потребности мы должны постараться удовлетворить в этой жизни. If we can fulfill it in this life, then Nitya Nityanam, Chaitanas Chaitananam, Eko Bahunam, Yogadidati Kaman. Krishna is the supreme eternal living being and He's maintaining all other eternal living beings. Если мы сможем осуществить это в этой жизни, то Кришна, как говорится в этом стихе, Упанишад, он вечное живое существо среди всех вечных живых существ, и он предоставляет все потребности жизни всем остальным. How does He maintain them? Как он поддерживает все живые существа? This world He maintains them by providing the necessities of maintaining life in the body. В этом мире Господь Кришна поддерживает все живые существа, предоставляя им то, что необходимо для поддержания жизни в теле. But what about beyond this world? How does He maintain them? Но как же он поддерживает живые существа за гранью материального мира? He maintains them by engaging them eternally in His loving devotional service. Он поддерживает их, вечно занимая их в своем любовном преданном служении. This is life's necessity. Вот это и есть потребность жизни. This is perfection of life. Это совершенство жизни. Nothing higher. Нет ничего выше этого. You can't say, what's beyond that? Okay,
okay, what's beyond that? Мы можем, конечно, задаться вопросом, а что там еще выше? Есть ли что-то выше? There's nothing higher. Нет ничего выше. Nothing higher than to be engaged in service to Krishna. Нет ничего выше заниматься служением Господу Кришне. Because there's nothing more pleasing to Krishna than those who serve him with love. Потому что ничего не доставляет Господу Кришне большего счастья, удовлетворения, чем служение Ему с любовью. Just like we were talking to a group of devotees today. А сегодня мы беседовали с группой преданных. We were talking about how to be, the necessity to be controlled by love. И мы говорили о том, как важно идти на поводу любви и позволять любви управлять нами. And we were explaining that love is so powerful that it even controls Krishna. И мы объясняли, что любовь настолько могущественная сила, что контролирует даже Кришну. We were saying that in principle, nobody likes to be controlled by somebody else. Мы сказали, что в принципе никому не нравится, когда им управляет кто-то другой. Right? As soon as we think of somebody's controlling me, we don't like it. Как только мы понимаем, кто-то меня контролирует, нам это не нравится. Like a couple of weeks ago, somebody asked me this question. Пару недель назад меня спросили, how to become free from everybody else's control. Как избавиться от контроля со стороны всех, полностью быть свободным. For this person was asking it as if to be free from everybody else's control, this is the state of happiness. И подоплека этого вопроса, того, кто это задавал, была в том, что он думал, что избавиться от контроля со стороны всех остальных и является высшим уровнем счастья. Because our experience of being controlled in this world is not so good. Именно потому, что в этом мире опыт, когда нас контролируют, не очень приятно. We don't like to be controlled by somebody. Нам не нравится, когда нами управляют. In fact, if somebody says, look, you'll be controlled by him. Если кто-то нам скажет, все, теперь ты подчиняешь ему. What do you mean controlled by him? Что ты имеешь в виду? Теперь я подчиняюсь. Controlled by him? Чего это? I'm going to do what I want to do. Я буду делать то, что хочу. Nobody wants to be controlled. Никому не хочется, чтобы Be controlled means that I give up my independence, I give up my freedom. Потому что быть управляемым кем-то означает потерять свою независимость и свою свободу. I need freedom and my happiness. I need to be able to fly freely without any restrictions, no restraints. I don't want all these people controlling me. Мне же необходима свобода для того, чтобы я был счастливым. Я хочу просто плавать в воздухе туда-сюда, чтобы никто мне ничего не говорил, никто мной не управлял. I remember there was a very famous book in the 60s. It was Jonathan Livingston Seagull? Yeah, 60s? Yeah. The seagull, keep on, how high you can fly. Была знаменитая книга в 60-х годах, которая называлась «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. I used to read all these books after Я читал in the 60s. тогда. Was it ever come till I came here? Она переведена была на русский, да? «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. End of 80s. End of the 80s. Well, I read it In Russia. I read it in the 60s. Я читал ее в 60-х годах. Раз она дошла, походу, в конце 80-х. Maybe it was early 70s. Может быть, в начале But I think it 70-х. was late 60s. Но, похоже, это было в конце 60-х годов. That's our conception. To be free. Free. Наше представление о счастье, мы хотим быть свободны. Prabhupada even talks about in the first canto of the Bhagavatam, the free spirit, right? We want the free spirit and light. И Прабхупада об этом говорит в первой песне Шримад Бхагаватам, о нашем стремлении к свободному духу и свету. We want to be free spirits, not controlled by anything. Мы хотим быть такими свободными духами, никому не подчиняются. Or anyone. But that's not our natural state. Никому не подчиняться. Это не является нашим естественным положением. Our natural state is to be controlled by love. Наше естественное положение подчиняться любви. And when one is controlled by love, then it's so satisfying to the self that one doesn't hanker for anything else. И когда человек находится под контролем любви, это настолько удовлетворяет душу, что он уже ни к чему больше не стремится. Rupa Goswami describes in Bhakti-rasamrita Sindhu how devotional service surpasses liberation. Шрила Рупа Госвами описывает в Бхакти-расамрита Синду, что преданное служение превосходит даже освобождение. Those who engage in devotional service, they don't even think of liberation. Те, кто занимается преданным служением, даже не помышляют об освобождении. Rupa Goswami says, Iha yasya hariya dasya kamana manasagara nikalavapyavastasu jiva mukta su uchite.
That for anyone who's fully engaged with his mind, body, and words in service to Krishna, he's already liberated. Шрила Госвами говорит, Бхактиведанты Свами в этом стихе, что человек, который посвящает служению Господу свой ум, тело и речь, уже освобожден. Doesn't think of liberation. Он даже не помышляет об освобождении. Residents of the spiritual world, they don't think of liberation. Жители духовного мира даже не помышляют об освобождении. Think of Krishna. Они думают о Кришне все. And Krishna satisfies all their desires. И Кришна удовлетворяет все их желания. But to be controlled by love is so wonderful. Но идти на поводу любви настолько удивительно. That even Krishna wants to be controlled by Даже love. Кришна хочет идти на поводу любви и покоряться ей. That's how wonderful it is to be controlled by love. Вот настолько удивительно это идти на поводу любви. Krishna's highest happiness is to be controlled by the love of his devotees. И самое высшее счастье, которое испытывает Кришна, это когда он вручает себя во власть своих преданных. So even Krishna wants to give up his independence. Даже Кришна хочет порвать со своей независимостью. Right? Just like when the story of when Mother Yasoda was trying to bind Krishna with rope. Когда мать Ишода пыталась связать Кришну веревкой, And Mother Yasoda was taking the rope and she kept untying it and trying to get it around Krishna's waist. мать Ишода брала одну веревку за другой и пыталась ее надвязать, чтобы ее хватило для того, чтобы обвязать Кришну по талии. And it's described how two potencies of Krishna entered into Krishna. И рассказывается в этой истории о том, что в этот момент две энергии Кришны вошли в него. One was the Satya Sankalpa Shakti. Одна из этих энергий называется Сатья Санкалпа The Шакти. Satya Sankalpa Shakti is the potency of Krishna that fulfills all his desires. Сатья Санкалпа Шакти — это энергия Кришны, которая осуществляет все его желания. Whatever he desires, his potencies will arrange it for him. He doesn't even have to get involved. Что бы Кришна ни пожелал, его энергия осуществляет все его желания, и ему лично не приходится этим заниматься. Other potency was the Vibhuti Shakti. И вторая энергия называется Вибхути Шакти. The Vibhuti Shakti is when something very wonderful happens to the potencies, to the potency. Вибхути Шакти — это энергия, которая создает определенные чудеса через эти энергии. So those two potencies came into play when Mother Yasoda was trying to bind Krishna. И вот эти две энергии, они вступили в эту лилу, когда мать Ишода пыталась связать Кришну. And how did they manifest? Как они проявились здесь? They manifested by the fact that Mother Yasoda, every time she was trying to tie Krishna up, it was always 2 fingers too short. Они проявились в том, что каждый раз, когда мать Ишода пыталась свести концы веревки вместе и связать, их всегда не хватало на 2 пальца. And then all the other cowherd women were saying to Mother Yasoda, И все остальные женщины-пастушки говорили матери Ишоде: can't you see your son's waist is, you're never going to be able to bind him. Why don't you just accept that you're not going to be able to bind him? Они говорили: ну почему ты не видишь, что сегодня, то есть ты не можешь связать, ты не сможешь связать Кришну, потому что веревок все время не хватает на то, чтобы охватить талию своего ребенка. Then Yasoda said, I want to see the extent of my son's waist. Нет, говорила мать Ишода, я хочу понять все-таки охват талии моего ребенка. Bring all the rope in the village. Я хочу измерить этот охват, поэтому, пожалуйста, принесите веревки со всех своих домов. And all the cowherd women went back to their homes to gather all the rope, and they brought it to Yasoda. И все женщины-пастушки разошлись по домам и принесли из своих домов веревки, чтобы мать Ишода. And one by one, Yasoda tied the rope to the other rope, and still 2 fingers too short. Вот одну за другой мать Ишода связывала эти веревки в одну единую веревку, и тем не менее все равно ее не хватало на 2 пальца. All the ropes were 2 fingers too short. Все веревки, связанные воедино, не дотягивались до конца Even when she на 2 пальца. added every one of them still. This was Vibhuti Shakti. Несмотря на то, что она надвязала все их воедино. And it was Satya Sankalpa Shakti. Это Вибхути Шакти, это также Сатья Санкалпа. Why Satya Sankalpa Shakti? Почему Сатья Санкалпа? Because Krishna wanted to play. Потому что Кришна хотел играть. He didn't want to be tied up. Ему не хотелось быть связанным. So therefore, Yasoda could not be successful to tying. И поэтому Ишоде не удавалось его связать. But then what happened? Но что потом случилось? That Mother Yasoda, she was working so hard to tie up her son. Поскольку мать Ишода трудилась, не покладая рук, чтобы связать своего сына, She wanted it so badly to tie up her son она изо всех сил хотела связать своего сына. that Krishna's heart melted. И сердце Кришны расплавилось. And when his heart melted, what manifested was Kripa Shakti, the mercy. И когда сердце Кришны растаяло, то проявилась энергия его милости, Крипа Шакти. And how did that Kripa Shakti manifest? Как эта энергия Крипа Шакти проявилась? He was defeated. Он потерпел поражение.
Mother Jasoda defeated him. Он сдался, мать Ишода держала верх. As much as he wanted to play, and such as Sakalpa Shakti was making all the arrangements for it, Mother Jasoda defeated it with her love. Как бы сильно не хотел Кришна играть, и как бы не старалась Сати Санкалпа Шакти обеспечить или осуществить это желание Кришны, тем не менее, мать Ишода своей любовью его победила. He likes to be defeated by love. Кришне нравится, когда он терпит поражение от любви своих преданных. Nobody else can defeat Krishna. Никто не может победить Кришну. But he likes to be defeated by those who love him. Однако Кришне нравится терпеть поражение от тех, кто его любит. Even Krishna likes to be controlled. Даже Кришне нравится, когда его контролируют. But what can control Krishna? Only love. Но что может контролировать Кришну? Только любовь. So he's also showing what was the most powerful experience, is the experience of love. Поэтому Кришна на этом примере показывает самый сильный, самый могущественный опыт – это опыт любви. So as much as we might try to get rid of everyone's control, И как бы мы ни пытались избавиться от контроля со стороны всех остальных, that's not natural. это неестественно. What's natural is to be controlled by love. Естественно, быть контролируемым любовью. That's natural for Это every living being. естественно для живого существа. We should want to be controlled, Мы должны желать быть под контролем, but we should want to be controlled by love. но под контролем любви. This is the prayer of the devotee. Вот это и есть молитва преданных. Please, let me love you, Krishna. Пожалуйста, Кришна, позволь мне тебя полюбить. Help me to love you. Помоги мне тебя полюбить. I have no love for you. У меня к тебе никакой любви нет. This is one of the characteristics of a devotee. Вот это одна из отличительных черт преданных. One of the characteristics of a genuine devotee is a devotee thinks, I don't have any love for Krishna. Одна из отличительных черт подлинного, настоящего преданного заключается в том, что он считает, у меня нет никакой любви к Кришне. And therefore he prays, Krishna, I don't love you. И поэтому он молится Кришне. Дорогой Кришна, я тебя не люблю. I only think of myself. Я думаю только о самом себе. I only think of my own comfort. И думаю только о своем комфорте. I only think of my own И security. о своей безопасности. Like, I don't have any love for you. Но к тебе я никакой любви не питаю. That's why we quoted the verse yesterday, Prahlad Maharaj. Поэтому мы процитировали стих Прахлады Махараджа. Prahlad Maharaj told his friends, with the same energy you use to take care of yourself, use that energy to satisfy Krishna. Прахлада Махарадж советует своим друзьям с той же самой энергией и усилиями, с которыми вы пытаетесь удовлетворить себя, приступите с этой же самой энергией к служению Кришне. So we should feel that we don't have love. Чтобы удовлетворить его, поэтому мы должны чувствовать, что нам не хватает любви к Кришне. But we should want it. Но мы должны хотеть ее. Because there's nothing more valuable to have. Потому что нет ничего более ценного, чем это. It's considered to be the highest gift, benediction in Krishna's treasure house. Это считается самым высшим даром, самым ценным благословением сокровищницы Кришны. One by one, when you hear Lord Chaitanya giving benediction to his devotees, Когда Господь Чайтанья раздавал свои благословения преданным, what does Lord Chaitanya say? I give you the benediction, the gift of pure devotion. то что мы слышим, когда Он раздает? Он говорит, я благословляю тебя чистую любовью к Кришне. I give you the gift of love to Krishna. Я даю тебе благословение чистой любви и преданности Кришне. This is what Lord Chaitanya, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, he came to give the highest gift of love to Krishna. В этом и заключается природа великодушия Господа Чайтаньи Махапрабху Махо Намо Махавадания. Он дает самое ценное, любовь к Кришне, преданность. So if we don't have it, we should hanker for it. Если у нас этого нет, то мы должны стремиться к ней. This is what it means to hanker. Это и означает стремиться. Symptom of life. Жаждать. Это If we don't hanker for something spiritual, if we don't hanker for Krishna's pleasure, we're going to hanker for the material pleasures of this world. Если мы не стремимся к чему-то духовному, мы не стремимся к тому, чтобы доставить удовлетворение Кришне, тогда мы будем стремиться к чему-то из этого материального мира. Because hankering is the symptom of life. Потому что жажда или стремление – это признак жизни. It's artificial to say no more desires. Это искусственно заявлять, что нет, у меня больше никаких желаний. Right? Desirelessness, real desirelessness, is to please Krishna. Подлинная свобода желаний заключается в том, чтобы желать удовлетворять Кришну. Krishna bhakta nishkama, ataeva shanta. Поэтому преданного называют Кришна Бхакта Нишкама. Krishna, devotee of Krishna, nishkama. He has no desires. В этом стихе говорится, что преданный Бхакта Кришны, Кришна Бхакта, он Нишкам, у него нет никаких желаний. Therefore he can be peaceful. И поэтому он может быть умиротворенным. No desires means he desires only Krishna.
То, что он нишкама, то, что у него нет никаких желаний, означает, что он желает только Кришны. Bhakti mukti siddhi kami sakaliya shanta. Those who want material enjoyment, those who want mukti, liberation, those who want siddhi, mystic yoga perfections. И остальные люди, перечисленные в этом стихе, бхакти, мукти, сидhi. Бхакти — это люди, которые стремятся к наслаждению этого мира, мукти, стремящиеся к освобождению, и сидhi, стремящиеся к совершенству в практике мистической йоги. They still have unfulfilled desires. У них по-прежнему есть неосуществленные желания. Therefore they can never be peaceful. И поэтому они никогда не смогут достичь умиротворения. Like Krishna's Govinda. Кришна — это Говинда. He satisfies all desires of И his он devotees. удовлетворяет все желания своих преданных. So, therefore, Govinda Das is saying, he's describing in this prayer how to hanker. Поэтому Говинда Даса в своей молитве объясняет нам, как жаждать. He's hankering for the association of devotees to cross over the ocean of worldly existence. Он жаждет общения с преданными, чтобы пересечь океан мирского бытия. He's praying to his mind, please, please, fix yourself on Krishna's lotus feet. И он молится своему уму, говоря, пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь же на лотосных стопах Господа. Because there's no other security in this world. Потому что ничего более безопасного в этом мире нет. Then he says, I've served so many wicked, miserly masters. И он также говорит, что я служил различным недостойным господам. Freezing cold, scorching heat, terrible wind and rain. I've served so many miserly masters. Он говорит здесь ни днем, ни ночью, не зная покоя, страдая жары, и холода, ветра и дождя, ради капли мимолетного счастья служил порочным и скупым людям. And just as a drop appears on a lotus leaf, such is this life. И наша жизнь сравнивается, говорит он здесь, с каплей росы, дрожащей на лепестке лотоса. Tell me to take up the worship of Sri Hari, the only necessity. Поэтому ты должен всегда поклоняться и служить лотосным стопам Господа Хари, единственной потребности в жизни. Then he says the last prayer. И затем в последней молитве он говорит. Shravana Kirtana Smarana Vandana. He says, it is the desire and great longing of Govinda Das. Он говорит, это желание, это огромное устремление, горячая жажда сердца Говинды Даса. To engage himself in the 9 processes of bhakti. Посвятить себя 9 процессам бхакти. Namely, hearing the glories of Lord Hari, chanting those glories, constantly remembering him, and offering prayers to him. А именно, слушание, повествование о славе Господа Хари, прославление Его, памятование о Нем и вознесение Ему молитв. Serving the Lord's lotus feet. Serving the Lord as a servant. Worshipping him with flowers and incense and so forth. Serving him as a friend. And completely offering the Lord's one's very self. Служение лотосным стопам Господа, служение Господу в качестве преданного слуги, поклонение Ему в качестве предложения цветов, благовония и так далее, служение Ему в качестве друга и полное предание себя Господу.